Из-за того, что это просто провод, а не кнопка, фокус получается через раз. Давайте включим свет и познакомимся. Всем привет! С вами Иван Потылицын. Приветствую вас на курсе общей инженерной подготовки. В этом семестре нас ждет много интересной и, я надеюсь, полезной информации. Мы с вами пособираем физические системы, научимся подбирать к ним датчики и узнаем, как цифровать аналоговое напряжение. Применим цифроаналоговые преобразователи, подадим напряжение на исполнительное устройство и повлияем на наши физические системы. Поймем, при чем здесь компьютер, научим его проводить эксперименты, собирать и обрабатывать данные вместо нас, а сами потренируемся писать настоящие научно-технические отчеты. Под конец семестра мы поделимся на команды и применим все полученные знания на лабораторных работах из заставки. Это будет 5 маленьких репетиций настоящего большого исследования. Надеемся, после нашего курса у вас не останется вопросов о том, как изучается физика в 21 веке. Поехали! Для начала давайте разберемся, что же произошло со светодиодом. Для этого запустим чуть менее замороченный скрипт. Да, забыл предупредить, что каждое занятие вам придется писать скрипты на питоне. Мы понимаем, что многие из вас не знакомы с Python, а кто-то даже вообще никогда не программировал. Просто доверьтесь нам и не переживайте. Чем раньше начнете, тем скорее научитесь. Итак, мы запустили скрипт попроще. Теперь светодиод ведет себя предсказуемо. Если проводочек вставлен, то светодиод горит. Если проводочек вытащен, то светодиод гаснет. Вставляем, он горит. Вытаскиваем, он гаснет. Вставляем, горит. Вытаскиваем, гаснет. Давайте разбираться, что здесь происходит. У нас есть одноплатный компьютер Raspberry Pi, к портам ввода-вывода которого подключена макетная плата со светодиодом. На этом компьютере интерпретатором языка Python исполняется скрипт onoff.py. Во время исполнения скрипта интерпретатор считывает значение напряжения на входе и в зависимости от того, есть там напряжение или нет, подает либо не подает напряжение на светодиод. Давайте изобразим это на схеме, чтобы было немного понятней. У нас с вами есть одноплатный компьютер Raspberry Pi, в простонародье малинка. У этого компьютера есть цифровой вход. К этому цифровому входу подключен обычный проводок, на котором есть напряжение 3,3 вольта. Изобразим график зависимости напряжения на цифровом входе в зависимости от того, подключен к нему проводок или нет. Если проводок подключен, то напряжение на входе 3,3 вольта. Если проводок отключен, то напряжение 0 вольт. Изобразим график зависимости значений, которые интерпретатор считывает с цифрового входа в зависимости от напряжения на входе. Если на входе 3,3 вольта, интерпретатор считывает единицу. Если на входе 0 вольт, интерпретатор считывает 0. У нашей малинки есть цифровой выход, который подключен к светодиоду. Изобразим график значений, которые интерпретатор подает на цифровой выход в зависимости от того, что он читает с цифрового входа. В те моменты, когда читается единица, на выход подается единица. В те моменты, когда читается 0, подается 0. Изобразим график зависимости напряжения на цифровом выходе в зависимости от того, какое значение на него подается. В те моменты, когда подается единица, на выходе 3,3 вольта. В те моменты, когда подается 0, на выходе 0 вольт. Если к выходу подключен светодиод, то при 3,3 вольтах он горит, а при 0 вольт он не горит. В качестве физической системы в этом эксперименте выступаем мы с вами. Мы руками подключаем и отключаем проводок, подавая на вход 3,3 и 0 вольт соответственно. И глазами наблюдаем горящий светодиод в те моменты, когда провод подключен, и потухший, когда провод отключен. Если у нас все получается, мы счастливы. Скрипт, который был запущен в начале видео, делает все то же самое. Но он не просто транслирует значение со входа на выход, а меняет значение на выходе в те моменты, когда значение на входе изменяется с 0 на единицу. Сегодняшнее вводное занятие заключается в том, чтобы познакомиться со всеми базовыми понятиями, потрогать их руками и повторить тот самый первый скрипт. Мы пойдем к этому в 4 этапа. Для начала просто зажжем светодиод без программирования. Разберемся, как устроена макетная плата и зачем на ней резисторы. Затем напишем наш первый скрипт и поморгаем светодиодом независимо от входа. После добавим интерактива и при помощи светодиода будем отображать состояние входа. Не переключайтесь.